Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео мы свяжем с вами замечательную игрушку собачку Соню, автор описания Филиппова Ольга. Игрушка очень простая в своем исполнении, для нее не требуется дополнительной фурнитуры, такой как носики и глазки. Мы все будем вышивать, нам потребуется один моток основного цвета, дополнительные цвета по желанию и наполнитель и крючок. Естественно, иголка для сшивания. Это отрывочки из мастер-класса. Всю необходимую информацию я напишу в описании. Пожалуйста, уделите этому времени и прочитайте. Еще хотела поделиться с вами новостью. Теперь у меня есть интернет-магазин на Озоне. Пожалуйста, поддержите меня, зайдите, посмотрите мой магазинчик. Присылайте ваши работы, легких вам петелек, приятного просмотра. Начинаем. Так, начинаем вязать верхние лапки. Берем основной цвет нашей собачки. Делаем кольцо амигуруми и 6 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Вяжем следующий ряд, второй, и провязываем 6 прибавок. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Теперь ставим маркер. Мы провязали с вами второй ряд. У нас должно получаться теперь 12 столбиков. Вяжем следующий ряд, третий. И провязываем один столбик, одна прибавка. И так 6 раз. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Провязали третий ряд. У нас с вами теперь 18 столбиков. Далее я переставляю маркер. И теперь 5 рядов с 4 по 8. Считаем 4, 5, 6, 7 и 8. 5 рядов мы провязываем без изменения, просто по кругу столбиками без накида. Эти ряды мы с вами провяжем самостоятельно. 5 рядов без изменений, просто по кругу. Я провязала 5 рядов. Переставляем маркер. Вяжем следующий ряд, 9, провязываем 1 столбик, 1 убавка. И так 6 раз. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик,
и убавка. Это был 9-й ряд. Я переставила маркер. И теперь мы будем вязать с вами 12 рядов без изменения. Это с 10 по 21 ряд. Мы провязываем без изменения. Для тех, кто не будет делать цветную пижамку, может просто смело провязывать 12 рядов без изменения. Для тех, кто будет пижамку вязать, в моем случае пижамка будет розовая, мы провязываем до 15 ряда, и там будем менять цвет. Сейчас, так, кто не меняет цвет, вяжет 12 рядов без изменения. Да, у нас сейчас 12 столбиков в ряду. А для тех, кто будет менять цвет, мы провязываем без изменения сейчас 10, 11, 12, 13 и 14 ряды. 5 рядов мы провязываем без изменения, а дальше я покажу, как мы будем менять цвет. Начинаем вязать самостоятельно. Так, я провязала 5 рядов, обрезала нитку, вот примерно такой длины. Маркер переставляю. И теперь мы будем менять цвет. Начинаем наше вязание. И вот эти 2 петельки мы провязываем уже нужным нам цветом. Хвостики мы ввязываем в работу. Вот так, таким образом. Их мы прижимаем к вязанию, к нашему изделию и провязываем их. Вот таким образом. Хвостики обязательно ввязываем. Вот так получается внутри. Смотрите, розовым у нас должно быть еще, в моем случае розовым, у вас цвет вашей пижамки, должно быть еще 7 рядов. Это мы вяжем самостоятельно. Другим цветом 7 рядов должно быть, тоже без изменения. Довязываем до конца. Будем набивать лапку. Так, я провязала эти ряды. Вот такая у нас получается лапка. Маркер убираем. Теперь берем наполнитель. И я наполняю только вот эту большую часть. Здесь наполнителя не будет. Наполняем. Лапа такая большая получается. Так. Я наполнила вот эту часть. Теперь берем лапку, складываем ее пополам и провязываем за обе стеночки. 1, 2, 3, 4, 5. Нитку закрепляем. Так, нитку обрезаем. Наша лапка готова. Так, теперь мы будем вязать нижние лапки. Они будут вот такого формата. Смотрите, я буду вязать тапочки. Они будут вот с такими ушками. Тапочки у меня беленькие.
Понятно, потом идет у нас цвет собачки и дальше цвет пижамки. Кто тапочки вязать не будет, можете сразу же вязать цветом собачки. Белой пряжи именно Himalaya Dolphin Baby у меня не было. Я взяла вельвет. Ну, тоже как бы нормально подошло. Поэтому начинаем вязать, в моем случае, белым цветом, потому что я буду вязать тапочки. Делаем кольцо амигуруми и 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Делаем второй ряд. 6 прибавок. Одна прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Ставим маркер. У нас теперь с вами 12 столбиков. Вяжем дальше следующий, третий ряд и провязываем 1 столбик, 1 прибавка и так 6 раз. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Это был третий ряд. У нас должно получаться 18 столбиков. Переставляем маркер, вяжем четвертый ряд, провязываем 2 столбика, 1 прибавка и так 6 раз. 1, 2, прибавка. 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 Четвертый ряд провязали. Теперь у нас 24 столбика. Переставляем маркер. Вяжем пятый ряд. 3 столбика, 1 прибавка. И так 6 раз. Я начинаю ряд. Вы до конца довязываете, чтобы не тратить много времени на видео, потому что смысл понятен, да?
Провязываем, значит, начало ряда вместе. 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3 и прибавка. И до конца ряда мы так и довязываем самостоятельно. Я довязала до конца ряда 5-й ряд. У нас теперь с вами 30 столбиков. Переставляем маркер. Следующий ряд, 6-й, мы провязываем без изменения, но за заднюю стеночку. То есть у нас есть вот передняя, а есть задняя. И этот ряд мы провязываем только за заднюю стенку. Смотрите. Вот так. Без изменения по кругу, но за заднюю стенку. До конца провязываем. Так, это был 6-й ряд. Мы его провязали за заднюю стеночку. Маркер переставляем. И далее мы провязываем 3 ряда, 7, 8 и 9, без изменений, но уже, как обычно, за заднюю стеночку. Вяжем, как обычно, и провязываем без изменения 3 ряда с 7 по 9. Эти ряды мы тоже провяжем самостоятельно. 3 ряда я провязала. Маркер переставляем. Вяжем 10 ряд. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы делаем 6 убавок. 1 убавка, 2, 3, 4, 5 и 6. И до конца ряда мы провязываем еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Это у нас с вами был 10 ряд. Теперь у нас 24 столбика, и наша ножка начинает приобретать форму. Переставляем маркер. И если мы делали с вами тапочки, так же как и я, то сейчас мы будем менять цвет на цвет нашей собачки. Отрезаем ниточку. Убираем пока что белый цвет. Берем цвет нашей собачки и продолжаем вязать. Цвет меняем так же, как и в лапках верхних. Вяжем, значит, 6 столбиков без накида. Меняем цвет. 1 столбик, хвостики ввязываем. 2, 3, 4, 5,
6. Далее делаем 6 убавок. Одна убавка. Вторая. Третья. Так, хвостик надо здесь сейчас поправим. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. И до конца ряда еще провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если у вас так же, как у меня, вылез хвостик вот сюда, ничего страшного, мы его заправим обратно. Оп. Все. Его можно обрезать. Но я не буду, у меня останется так. Так, мы провязали с вами 11 ряд. У нас теперь 18 столбиков. Переставляем маркер. И вяжем следующий ряд, 12. Провязываем опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем 3 убавки. Одна. Вторая. И третья. И до конца ряда еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Переставляем маркер. У нас с вами теперь 15 столбиков. Так, маркер переставили. Далее, кто вяжет без пижамки, просто собачку, тот провязывает 7 рядов без изменения с 13 по 19 ряды. Без изменения 7 рядов. Если вы вяжете так же, как и я, с пижамкой, то мы провязываем с вами 13, 14 и 15. 3 ряда еще коричневым цветом без изменения. А дальше будем вязать уже цвет пижамки. Я сейчас провязываю еще 3 ряда без изменения по 15 столбиков без накида. 3 ряда я провязала. Теперь мы меняем цвет на цвет пижамки. Отрезаем ниточку. Берем цвет пижамки. И еще 4 ряда без изменения вяжем уже другим цветом. Меняем так же, как и раньше меняли цвет. И теперь 4 ряда мы провязываем также самостоятельно, но уже другим цветом. Хвостики тоже ввязываем. Я провязала еще 4 ряда. Теперь переставляем маркер и провязываем 3 столбика, 1 убавка. И так 3 раза. Вяжем 1, 2,
3, убавка, 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3 и убавка. Это был у нас 20 ряд, 12 столбиков получается сейчас. И вяжем теперь 21 ряд, провязываем его без изменения. Просто по кругу. Это у нас последний ряд. Так, маркер убираем, берем наполнитель и наполняем тоже только нижнюю часть. Верх наполнять не нужно, иначе нога наша будет топорщиться. Так, у меня вот хвостик еще один вылез, его нужно вправить. Так, начинаем наполнять. Вот я наполнила нижнюю часть. Теперь мы складываем пополам и провязываем за обе стеночки. Если у кого-то, например, не хватает до середины, видите, мы сложили вот так, не хватает, например, одного столбика, чтобы было ровно вот в серединке, как в моем случае, мы можем довязать петли смещения, чтобы нога смотрела прямо. Я довяжу еще один столбик. У кого получилось наоборот больше, можно распустить, чтобы было ровненько. И теперь мы опять провязываем за обе стеночки просто. Провязываем, закрепляем нитку и обрезаем ее. И точно так же вяжем вторую ножку. Такая ножка получается. Сейчас наполню вторую. Так, теперь давайте свяжем сразу же ушки для наших тапочек. Берем цвет тапочек, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Так, во вторую от крючка петельку мы провязываем 3 столбика. Раз, со второй, вернее, от крючка. 2 и 3. 3 столбика. И в последнюю петельку, в одну, мы провязываем 4 столбика без накида. В одну петельку 4 столбика. Раз, 2, 3 и 4. Смотрите, у нас тут хвостик. Его мы прикладываем и провязываем вместе с нашими столбиками. Вяжем дальше по кругу. 3 столбика опять без накида. Раз,
2 и 3. И теперь делаем соединительный столбик. Закрепляем нитку, оставляем хвостик. И у нас получается вот такое вот ушко. На один тапочек нам надо 2 таких ушка. Значит, мы вяжем таких 4. Сейчас будем их крепить. Как мы будем крепить? У нас ушки вот так будут, да, примерно по серединке. Значит, выбираем посерединке 2 столбика. К одному будем крепить одно ушко, к другому другое. Что мы делаем? Цепляемся за столбик, берем один хвостик, продеваем и завязываем узел. Вот так вот. Оп. Хвостики лучше завязать 2 узелка, а хвостики мы будем прятать в игрушку. Берем вот так где-нибудь здесь, продеваем и хвостики прячем. Так. Вот таким вот образом. Оп. Крючок аккуратно вытаскиваем, чтобы вот так вот его, чтобы дырки не было. И точно так же прячем второй хвостик. Оп. Все. Теперь берем второе ушко, рядом столбик следующий, сразу же цепляем, поправляем и хорошенько завязываем. Так, еще раз. Вот так вот. И завязываем. И ушки точно так же прячем. Хвостики, вернее, ушки, хвостики. Получаются вот такие вот тапочки. Начинаем вязать туловище. Я беру цвет пижамки. Делаем кольцо амигуруми и 6 столбиков без накида. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем наше кольцо. Следующий ряд делаем 6 прибавок. Один, 2, 3 прибавка,
4 прибавка, 5 прибавка и 6 прибавка. Ставим маркер. Мы провязали с вами второй ряд. У нас 12 столбиков. Вяжем следующий ряд. 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка и столбик, прибавка. Это был третий ряд. У нас теперь 18 столбиков. Маркер переставляем. Теперь мы будем опять вязать начало ряда и продолжать его самостоятельно, потому что мы с вами увеличиваем наше туловище до 42 столбиков. У нас сейчас с вами 18. Начинаем вязать четвертый ряд, и мы с вами вяжем 2 столбика, 1 прибавка, и так 6 раз. Я начинаю, показываю, дальше вы довязываете самостоятельно. 1, 2, прибавка. До конца ряда мы так провязываем 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. Я провязала этот ряд до конца. У нас теперь с вами 24 столбика. Маркер переставляю. И начинаем вязать следующий ряд. 5. 3 столбика, 1 прибавка. И так 6 раз. Столбик. 1, 2, 3 и прибавка. И продолжаем самостоятельно до конца ряда. Я довязала до конца ряда 5-й ряд. У нас теперь 30 столбиков. Переставляем маркер и вяжем следующий ряд. 6-й, 4 столбика, 1 прибавка. И так 6 раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. И до конца ряда так и довязываем. Я довязала до конца ряда. Это был у нас с вами 6-й ряд. И теперь у нас 36 столбиков. Переставляем маркер. Вяжем 7-й ряд. 5 столбиков, 1 прибавка. И так 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Провязываем самостоятельно далее до конца ряда. Я довязала до конца этот ряд. У нас теперь с вами 42 столбика. Автор данной схемы ножки и ручки пришивает к игрушке. Я хочу их попробовать вязать, потому что пришивать я их не люблю. Далее по схеме у нас с вами 5 рядов без изменения. С 8 по 12 ряды мы должны с вами провязать 5 рядов без изменения. Но в этих рядах я хочу вязать ножки. Поэтому я сейчас переставляю маркер, и 2 ряда мы провязываем без изменения, просто по кругу. И далее мы будем пробовать связывать ноги. Поэтому 2 ряда сейчас по кругу без изменения самостоятельно провязываем. 2 ряда я провязала. Это получается 8 и 9. Теперь мы будем вязывать ножки. Ножку я начну вязывать сразу же. Берем нашу ножку, прикладываем ее и
начинаем вязывать. Я сразу же говорю, что я ввязываю и вот этот хвостик висящий тоже, потому что я не люблю, когда что-то вот топорщится. Поэтому ввязываем. Смотрите, в ножку и сразу же в петельку. Смотрим внимательно, чтобы петли не упустить. Провязываем вместе. Теперь петелька. Все вместе провязываем. Петелька ножки, петелька туловища связываем вместе. Ножка, туловище. Ножка и туловище. Ножка и туловище. Ножка, туловище. И вот так вот этот хвостик, его вовнутрь, и мы его вяжем вместе с нашим изделием, продолжаем вязать и ввязывать в работу. Так, и теперь начинаем считать, сколько у нас столбиков получится между ножками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, смотрим, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Прикладываем. Вы все равно смотрите на свою работу, чтобы ножки были одинаковые, чтобы здесь не обязательно, что у нас с вами совпадет количество столбиков. Каждый ориентируется на свою игрушку. Я говорю вам, как у меня в данный момент. Так, 13 столбиков у меня получилось. И здесь я начинаю ввязывать ножку. Хвостики продолжаю тоже ввязывать в работу. Точно так же абсолютно. Ой. Ввязываем хвостики. Вот эта вот петелька, которая висит, я ее тоже ввязываю. Она мне не нравится. Так, смотрим. Вот так у нас получается. Смотрите, теперь мы провязываем без изменений ряд до конца. И еще провязываем 2 ряда сверху. В сумме у нас получится 5 рядов без изменений. Эти ряды мы тоже провязываем самостоятельно. Довязываем до конца и еще 2 ряда без изменений сверху. Я провязала эти ряды. Вот что у нас получается. Теперь я переставляю маркер. И теперь у нас начинаются убавки. Точно так же, как мы прибавляли, мы будем убавлять. Поэтому здесь мы тоже будем вязать только начало ряда, а дальше продолжать будем его самостоятельно вязать. У нас сейчас с вами 13 ряд, и мы будем вязать 5 столбиков, 1 убавка. Итак, 6 раз вяжем. 1, 2, 3,
4, 5, убавка. Раз, 2, 3, 4, 5 и убавка. И до конца ряда мы так продолжаем провязывать 5 столбиков, 1 убавка. В сумме должно у нас получиться так 6 раз. Я довязала до конца 13 ряд. У нас теперь 36 столбиков. И далее мы вяжем 14, 15 и 16 ряды, 3 ряда без изменения. Маркер переставляем и 3 ряда провязываем без изменения по кругу. Я провязала 3 ряда. Переставляем маркер. Вяжем 17 ряд. Провязываем 4 столбика, 1 убавка. И так 6 раз. Раз, 2, 3, 4. Убавка. Раз, 2, 3, 4. Убавка. До конца ряда так и довязываем самостоятельно. Я довязала до конца 17 ряд. Переставляем маркер. У нас теперь с вами 30 столбиков. И вяжем далее 3 ряда без изменений. Это 18, 19 и 20 ряды. Без изменения провязываем просто столбиков без накида. Эти ряды мы тоже с вами провяжем самостоятельно. Я довязала 3 ряда. Теперь ставим маркер. Будем вязать с вами 21 ряд. И провязываем его 3 столбика, 1 убавка. И так 6 раз. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2, 3. Убавка. И до конца ряда самостоятельно мы так и довязываем. Я довязала до конца 21 ряд. Теперь у нас с вами должно получиться 24 столбика. Далее мы провязываем с 22 ряда по 24 ряд. Это 3 ряда получается без изменения по кругу. Тоже самостоятельно. Но я буду ввязывать ручки. И ввязывать я их буду на 24 ряду. Это значит, что мы провязываем сейчас с вами 2 ряда без изменения. И на 3-м ряду, который должен у нас с вами получиться, в этом ряду мы будем ввязывать ручки. Для тех, кто будет ручки пришивать, вы можете смело вязать 3 ряда самостоятельно. Для тех, кто ввязывает, мы провязываем 2 ряда и встречаемся с вами для того, чтобы ручки наши ввязать. Итак, провязала я 2 ряда, теперь мы будем с вами ввязывать ручки. Обратите внимание, что ручки должны быть строго параллельно ножкам. И вот здесь, где мы меняли цвет, переход, лучше его спрятать вовнутрь. Вот так. Итак, вы ориентируетесь, опять же, так же, как мы вязывали ножки, на свое изделие. У нас могут быть какие-то несовпадения именно по петелькам. Я, опять же, с начала ряда прям начинаю, провязываю 1 столбик и начинаю ввязывать ручку. Вот так у меня получается. Вот 1 столбик я провяжу
И далее буду вязывать ручку. Сколько столбиков между ручками у нас получится, я сейчас посчитаю сразу же вместе с вами. Так, я провязываю один столбик и далее начинаю ввязывать ручку. Хвостики тоже ввязываем в работу. Так. Начинаем ввязывать. Ввязываем, я вот эту петельку боковую вот так вот беру, вот эту тоже, потому что мне не нравится, когда она висит. Я ее тоже возьму в вязание в наше, вот так. Будет 3 петельки. Итак, начинаем ввязывать. Хвостики не забываем ввязывать, чтобы они не болтались. И провязываем ручка, наше тело провязываем. Ручка, тело провязываем. Все вместе. И вот здесь тоже у меня петля такая болтающая. Мне она тоже не нравится, я тоже ее ввязываю. Это будет намного симпатичней. И вот у нас вот так получается. Вот так вот разверну. Вот так. Ручка. Я не люблю пришивать. Для меня вот это удобней и аккуратней. Так, дальше мы провязываем расстояние между нашими ручками. И здесь я вам посчитаю, сколько получилось в моем случае столбиков. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 5. И тут 5. И тут я начну ввязывать ручку. 5 столбиков. Ввязываем. Хвостики не забываем тоже провязывать. То же самое. Провязываем. Смотрите просто, чтобы было ровно. Не обязательно у вас получится 5 столбиков вот здесь между ручками. Это не обязательно. Ничего страшного, если у вас будет 4 столбика, но на ваш взгляд это будет ровнее и красивей. Потому что мы все вяжем по-разному, абсолютно. У каждого, так сказать, свой почерк. И довязываем этот ряд до конца. В следующем ряду мы будем с вами менять цвет на цвет собачки. Довязываем сейчас до конца. Так, меняем цвет, обрезаем нитку. Берем цвет собачки и вяжем следующий ряд, 25-й маркер переставляем. Двадцать пятый ряд провязываем 2 столбика, 1 убавка. И так 6 раз, при этом мы меняем цвет. Начинаем мы как обычно, да, как я показывала, как мы меняем цвет. И провязываем уже цветом нашей собачки. Раз. Хвостики обязательно провязываем все в работу. 2. И убавка. Не забываем. Вот не очень, конечно, удобно
провязывать это все вместе, но надо. 1, 2, убавка. Наполню я туловище при сборке игрушки сразу же. Сейчас пока не буду. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Еще одна. 1, 2 и убавка. Мы провязали этот ряд. У нас теперь с вами 18 столбиков должно получиться. И мы переставляем маркер. И вяжем с вами последний 26 ряд. Мы его провязываем просто без изменения. Ряд мы этот провяжем самостоятельно, без изменения по кругу. Но кто хочет закрыть туловище полностью до конца, тогда вы набиваете и дальше делаете убавки, да, закрываете туловище. Я буду делать так, как у автора по схеме, и наполню туловище я уже тогда, когда мы будем собирать игрушку. Нитку оставляем длинную. Этой же ниткой мы пришьем голову к телу. Все, провязываем последний ряд нашего туловища просто по кругу 18 столбиков без изменения. И оставляем длинную нитку. И наше туловище будет готово.